Еще раз здравствуйте. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, управление вечностью. В данной теме я показываю, каким образом сама структура вечности с точки зрения информации является управлением как таковым. То есть тема в данном случае рассматривает процесс аналитики такого понятия, как именно вечность внешней системы, и каким образом на этот процесс влияет из текущего состояния. То есть в данном случае процессы, которые происходят в вечности, они обладают свойством изменять пространство восприятия с точки зрения формы пространства просто. Если процесс вечности, например, рассматривается человеком в линейном понимании, когда человек от себя рассматривает структуру вечности как структуру импульса, например, идущего от него на какое-то расстояние. То есть мы можем считать, что от физического тела человека идет какой-то оптический импульс, и он попадает в структуру какого-то управления, и это есть какое-то расстояние, как правило. А если мы рассматриваем именно конструктивную систему вечности, то здесь получается, что вся внешняя информация, которая идет внутри этой системы, она видоизменяется и приходит к системе, так скажем, всеобщих процессов внутри себя. То есть импульс, который идет, например, в ту же точку, на которую я смотрю со своей стороны, этот импульс идет через все системы информации и попадает уже после того, как все системы реализованы. Например, с точки зрения Бога, например, в технологиях макроспасения, всеобщего спасения, как это рассматривает человек, действие в любую точку осуществляется после того, как все системы стабилизированы, то есть они существуют, мир спасен, дальше происходит действие. Но в линейной системе действие происходит от вас в точку управления. С точки зрения структуры вечности действия все-таки всеобщие. То есть то, что импульс приходит в эту точку, и он, например, является уже импульсом всеобщим, это говорит о том, что в любой точке другой он тоже всеобщий. То есть некое такое универсальное свойство материи, где вечность и управление вечности – это система достаточно развитая с точки зрения равномерности для сознания человека. То есть человек эту величину воспринимает совершенно равномерно на любом уровне доступа, на любом уровне восприятия. Тогда получается, что возле него образовывается пространство с неким таким универсальным, спектром восприятия. То есть он имеет одно и то же расстояние управления, так скажем, в импульсе до любой величины. Как делает Бог? Для него же любая величина на одном и том же, в общем-то, расстоянии, раз он создатель любой величины. А здесь получается, что с точки зрения этой логики человек, получается, находится в том статусе или в той ситуации даже, что, например, норма состояния человека – это то же самое, что и когда он работает или прорабатывает и получает ту же самую норму. И с точки зрения состояния нормы, например, человеку нужно кого-то вылечить, он может просто вспомнить норму, когда, например, не было информации о заболевании, или просто когда он воспринимал ситуацию в среднем нормально. И ему достаточно вспомнить, то есть обращение к душе Бога, где и Бог может обратиться к своей душе, и человек к душе Бога. Это то место или то действие, где время человека и Бога имеет одну и ту же протяженность восприятия. Тогда получается, что мы можем иметь структуру такого типа, как структура внешняя, то есть идущая из вечности, так и структура действия, когда мы контролируем вечность со стороны. Это все одно и то же, что формирует событие как таковое, то есть событие независимое. Ведь для Бога, если с его точки зрения посмотреть, событие просто находится в пространстве, и все. И каждое событие может быть независимым. Например, в структуре всеобщего воскрешения, это все-таки один из законов вечности, полное восстановление материи. Там каждое событие существует в пространстве и во времени. Длительность существует конкретное место,
И существует, в общем-то, задача учесть еще промежуточные системы, которые существуют как системы, которые в информации, они не проявлены как системы, которые где-то объективизированы. Например, там, один из законов полного восстановления материи в структуре вечного развития — это восстановление даже той материи, о которой никто никогда не знал. И поэтому, предположим, там вот в одной из лекций, это 31 августа лекция 2005 года, я как раз давал управление, относящееся к тому, что, например, в структуре закона о всеобщем воскрешении, а это есть один из уровней управления с точки зрения вечности, там как раз-таки ставится вопрос воскрешения или полного восстановления материи, так в более общем понимании, значит, в тех участках там, регионов или в тех участках там, памяти или там, даже знаний или каких событий, где никаких сведений нет про события, были вообще они или не были. Вот. И, кстати, там как раз вот корреспондент какой-то газеты как раз применил кусочек вот этих вот знаний, правда, представив это как будто в разговоре со мной. Там как раз приводится пример, что есть понятие ответственности, например, там кармы рассматривают люди, и они, как только начинают осваивать технологии воскрешения, возникает вопрос, а вдруг, предположим, там человек не знает, а у него есть сводный брат, значит, или там какой-то родственник и так далее. И вот он хочет сначала ближнее поле в управлении. Это как раз в этой лекции четко выделено, что, например, если там сводный брат, о котором не знает человек, то получается, что он тогда должен сделать воскрешение того человека, которого он не знает. Или там был, предположим, сделан аборт, там как раз приводится в этой лекции пример. То получается здесь самый такой эффективный вариант сделать образ как бы наиболее близкий, или его нарисовать, или представить. Лучше даже, если это представляет какой-то вообще внешний человек, то человек просит у другого представить, и технология четко там разделена. Если человек раньше, например, находился, то есть был живым, то получается, что для процесса воскрешения нужно иметь тактильный вариант. То есть, если есть фотография, то фотографию нужно, чтобы она бралась в руку. Если это интегрируемый образ, то есть воскрешение тех людей, которых мы не знаем, то фотография или там объединенный образ, фотография берется местности, например, или рисуется объединенный образ. Например, воскресить надо в регионе в таком-то, или восстановить полностью материю в регионе таком-то, за всю историю развития. Тогда либо рисуется какой-то любой образ любого человека, и идет проекция знаний, проекция управления на образ, потому что если будет физически живой человек ранее, то получится как бы залипание света, и нет тех скоростей просто. И мы можем не учесть в связи с тем, что индивидуальный человек имеет строго четкий тип носителя информации в виде матричного типа. А Бог дал знание человеку все-таки восстанавливать полностью материю в тех случаях, когда человек даже сам там, например, не был. Можно посмотреть через управляющий остановить на какой-то регион, там не быть, но все и так знать. И вот принцип как раз такой, что когда вы смотрите, свет отражается от образов, которые понятны вам, да? В данном случае этот образ как раз может быть нарисован, или там, как этот привел корреспондент, делается фоторобот, предположим. Проекционный свет светится, и он может тогда, например, сделать воскрешение того человека, которого не знает, или там 10 человек, да, или целого региона, или там миллионов человек. Так вот, чем больше людей, тем меньше время существует один из образов. Дальше его надо менять, сразу делать другой интегрированный образ. Тогда понятно, почему при бесконечном количестве людей, люди имеют разный вид, да, форму потому что здесь как оптический носитель бесконечное количество информации выдерживается путем смены координат, то есть люди не одинаково выглядят. И получается, что когда мы начинаем, хотя вот этим неким корреспондентом было представлено, как будто бы это беседа, хотя это конкретно часть этой лекции,
то получается, что если мы начинаем рассматривать вот это вот управление как желание, там, например, именно развитие вечности в реальном, как бы, человеческом понимании, да, во всей системе, то получается, что здесь существует опять-таки только лишь структура все-таки всеобщего восстановления материи, то есть всеобщего воскрешения, то есть вечность, проявленная во всей системе. Потому что он может, там, например, воскресить всех сводных там, братьев, там, сестер и так далее, но он дальше может быть все-таки не уверен, а всех ли он все-таки воскресил, все ли он восстановил, да, в этом мире. И возникает опять-таки выход полного восстановления материи, тогда он приходит к человеку к себе все-таки. И тогда получается, что его собственная память, там, его собственное восприятие или образ, или даже если другой человек формирует этот образ, это структура, которая является уровнем перехода к структуре вечного развития. То есть, получается, Бог мог взять любой подобный образ себе и перейти в структуру вечного развития, придя к самому себе, когда образ подобия, то есть его, является вечным, в этом случае только. Значит, получается, что человек изначально, он вечный, потому что он держит определенный, как бы, путь в сторону вечного развития, потому что это есть путь Бога к себе, не потому что он там это сделает специально даже Бог, да, а потому что это путь, который естественен, то есть он проходит только через подобные системы, то есть Бог мог только, как бы, ну, там, мысленно представить, скажем так, любой образ человека, но это и есть уже человек, для Бога это и есть человек. То есть у Бога мышление это и есть реальность. Да? И когда мы начинаем исходить из этого, то получается, что тогда понятно, почему, если мы даже берем ну, какой-то аккумулятивный, там, такой интегрированный образ, не конкретный, то мы как раз-таки делаем большее количество одновременное воскрешение. То есть, например, или там большее количество восстановления систем в мире. А ведь речь идет о восстановлении там какой-то каждой травинки, каждого элемента, значит, который существовал вообще в мире. Вот тогда получается, что структура вечности и развитие вечности, получается, управление вечностью заложено в структуре постоянного восприятия человека. То есть человек должен себя воспринимать. А значит, он должен постоянно рассматривать структуру вечности как бы в собственном организме, так даже можно так сказать. То есть в его организме есть некая такая струна, которая характеризует именно вечность. Вот. И в принципе получается, что она как бы откуда-то исходит. Значит, да, вот эта струна, то есть как бы все время идущее, ну, как бы внутреннее управление, откуда-то извне, как будто бы даже, да. То есть, да, понятно, с организмом, но с какой точки организма? Если начинать искать точку, это утеря времени. То есть это как бы управление внешнее, управление, идущее от Бога, но оно имеет как бы те характерные свойства, которые характерны каждому. И вот поэтому как раз-таки, ну, когда вот этот образ интегрированный делается, лучше, если его как бы представляет какой-то другой человек. Потому что это есть то, что идет к другому, то есть ко второму. Бог создал второго, потому что он тоже видел подобный же импульс в себе. Идущее внимание, оно же откуда-то идет. Вот сказать, что Бог, да, все создает, это правильно, но он же должен ведь на чем-то опираться, да, при восприятии, он же должен все равно действовать так, как действует человек, он должен этот импульс восприятия считать, что он откуда-то, ну как бы от кого-то. Проще всего, есть второй человек, и импульс подобный, он смотрит на второго человека, и ему не нужно искать точки опоры, да, не нужно импульс создавать вновь, каждый раз. То есть достаточно жизнь создать один раз, и она вечна в этой философии управления. А так и есть изначально постоянно, потому что, например, если образ для воскрешения всех в данной местности создает сам человек, то получается, что он его создает и все время держит в памяти, да, нагрузка на этого человека. Если образ создает другой человек,
а процедуру управления вечностью, то есть воскрешением, производит, например, первый человек, тогда получается, что восстановление реальности нарастает, значит, в полности, ну, как бы в полной свободе первого, да, тот, кто захотел. И поэтому всеобщим воскрешением должны заниматься именно все. То есть всеобщим восстановлением вечности должны заниматься тогда все, получается. А не какой-то один конкретный там человек. И не конкретно только один Бог, например. То есть потому что здесь получается, что в этом случае мы имеем как раз-таки систему свободы воли, систему контактности, систему передачи знаний такого типа. То есть один захотел там восстановить всю материю в каком-то регионе, он говорит другому там представить регион или представить какой-то образ, и через него делается воскрешение или там восстановление, но первым. Второй только фиксирует образ. То есть действие человека, фиксация собственного образа, да, в пространстве времени и информации. И это уже, если есть человек, да, как бы такое действие сделавший, то есть если вообще есть человек, и есть, например, Бог, то все, структура уже вечна тогда получается. Ведь для Бога что образ, что человек – это одно и то же. Его мышление – это и есть реальность. И получается, что исходя из этого мы видим, что мир, так скажем, вечный, структура вечности однородна и имеет равное значение на всех уровнях между Богом и человеком, потому что здесь как раз-таки система мира развивается так, как воспринимает эту систему и человек, и Бог одновременно в сверхотдаленном действии, то есть в структуре вечности, но именно в бесконечном удалении вечности. Ведь вечность есть приближенная, локальная, прошлое, там, будущее, например. Это же вечность обладает полнотой всех свойств и качеств. А вот здесь можно выделить какие-то конкретные характеристики по времени. Вот именно бесконечная структура вечности, что есть бесконечная величина, это вот интегрированное действие всех людей, то есть там, всеобщее воскрешение, всеобщее восстановление материи при однотипном действии, как я уже сказал, каждого человека, и где действие каждого базируется на собственном импульсе, совершенно индивидуальном. При всем, что человек, значит, именно в момент действия, значит, действует совокупно, то есть ему кто-то там ставит образ, да, или представляет образ, а когда уже действие свершилось, то возникает структура индивидуальности, то есть идущий к нему луч из вечности, да, света, и идущий от него, он становится одним и тем же. Он становится самим человеком, как бы автономным. Ведь Бог создал мир, и он же, после того, как он создал мир, он же все равно в этом мире живет как автономный человек, и все. Он не постоянно там двигает какие-то молекулы, да, вот в человеческом понимании. И получается, что исходя из этого, например, там, чтобы излечить заболевание в этом случае, достаточно просто выделить тогда координатную систему информации, которая притекает в виде внешнего вектора, структуры информации организма. И внешний вектор, который идет от человека, просто-навсего должен быть более чистым, более конкретным. Вот точка пересечения внешней информации, идущей из структуры вечности, и идущая информация от вас, они могут как бы самоочищаться. То есть задача, цель быть здоровым, и задача изменения информации в сторону улучшения, потому что вы начинаете воспринимать не только в информации то, что вы передаете, не только то, что видно как информация как бы вашего действия, начинаете воспринимать, что идет к вам и не отличается от вашей информации. А тогда, получается, вы вводите норму, и притекающая информация, ну, скажем, то, что питает организм, да, то, что создает ваши события, вся эта информация становится нормальной с точки зрения просто там, например, нормы здоровья, нормы событий, потому что получается, что вы в один и тот же момент видите как информацию там, притекающую к вам, так и информацию, ту, которую вы даете вперед в управлении,
но в точке, где происходит интегрированное взаимодействие, ну, скажем, настолько быстрое, что как раз-таки выполняется именно развитие и управление вечностью. То есть импульс является всеобщим, общедоступным, причем вот одна из характеристик распространения моего учения в том и заключается, чтобы учение было доступно всем и везде. На уровне там, фраз каких-то, действий, на уровне хотя бы фактологии. Что самое простое, да? Получение результата. Это описательная система. Значит, результат – это внутренняя система, как бы в целом, да, человек что-то хочет достичь, делает управление и достигает. С точки зрения внешнего наблюдателя, ему достаточно увидеть какой-то видимый результат, если он там совпал с тем, что человек, который управляет, это заранее ему сказал, тогда более понятно. А ведь есть результат совершенно простой, там результат, там человек выздоровел, например, да? Как он ставил цель? Цель – это внутренняя задача. А есть внешний результат, как бы не зависящий от цели. Вот получение результата, то есть, может быть, он ставил как-то иначе, чем тот, кто воспринимает. Получение результата как внешняя атрибутика, да, получение опыта из внешнего наблюдения, это и есть структура, ну, некой такой, в человеческом понимании, сверхбыстрой системы реакции вечности на внутреннее мышление человека, как бы, да, на внутреннее понимание мира. То есть в зависимости от того, как человек понимает мир, таков и результат общевидимый. Например, человек выздоровел. И поэтому, когда в структуре управления делается управление, скажем так, на бесконечное развитие, очень важно видеть, что, например, выздоровление в этой системе – это умение как бы отследить функцию вот именно общественно-коллективного сознания в том плане, чтобы общепонятный для всех результат находился в нужной точке пространства-времени. То есть просто отследить, где находится контур этого свечения, просто придвинуть в точку, которая всеобще обозрима. И при необходимости ее может увидеть каждый человек. Так, кстати, устроено, через такие точные системы координатно устроено физическое тело человека. Человека могут увидеть все, кто захочет, ну, если он, например, находится в поле доступа, да? Просто на физическом уровне. И получается, вот законы построения физического тела с точки зрения именно вечного развития, вечности развития, построены практически на том же уровне, что и, например, уровень, скажем так, вечного развития с точки зрения того, что в локальном уровне там, физического тела существует на уровне идеологии, например, да, вечное развитие бесконечное, но и в том же вот виде фактологического уровня о, ну, неком таком результате, если так можно, да, сказать, как рост или там, развитие физического тела, есть само физическое тело, которое, например, может быть увидено всеми. Да? Значит, получается, что передача знаний по вечному развитию – это некий такой внутренний рост системы управления, где мы имеем управление, ну, предположим, там, следующего типа, где тело имеет однотипность в системе управления с точки зрения тип действия. Например, при там, восстановлении материи как бы в регионе, где регион существует, или там воскрешение человека, который жил реально, тип действия фактологический, то есть, например, там берется в руки фотография, в верхний правый угол, и вторая концентрация делается на нижний левый угол, да? То есть делается развитие вечности через фактологическое действие, действие рукой человека. А если же идет восстановление местности, которая неизвестна, ну, предположим, мы хотим восстановить местность где-то там в 10-й галактике, или воскресить человека, которого никто не видел, например, был сделан аборт,
да, но или вообще неизвестно, был ли такой человек. Теоретическое предположение, что он мог быть. Тогда фотография в руки не берется, нет контактного типа управления. Значит, и получается, что исходя из этого, вот однотипность системы, то есть приводит к методологичности в действии, да? И получается, что если мы, например, имеем, ну, как бы такую классическую модель контактного типа, что тело человека что-то делает для того, чтобы в контактном типе выразить однотипность действия, то получается здесь понятно, что физическое тело человека подобно физическому телу единого Бога, потому что вот именно по этому уровню контактности и осуществляется как бы следующий период, например, там, вечного развития человека после создания физического тела. Вот именно следующий, то есть в период создания, это тоже период существования физического тела, да, человека. Если мы все структуры вечности начинаем рассматривать, как они развиваются в сторону человека, то там как раз-таки есть вот этот, ну, такой вот уровень изменения формы информации, где идет перевод времени и информации как бы вспять, да. Человек всегда имеет возможность, получается, изменить ситуацию, то есть в плане опоры на прошлое, на известную систему знаний, где ему удавалось там менять, да, структуру следующих данных. Вот идущее время, идущее из прошлого как бы. Но если мы приглядимся в эту систему более подробно, то это прошлое, это как бы просто, ну, некий такой внешний экран, что ли, внешний уровень восприятия, а реально информация идет из структуры будущего. То есть будущее, обладающее окрасками прошлого, то есть именно в светооптике. Хотя через знание, через реальное восприятие мы видим, что это будущее. То есть свет такой же, как был на событиях прошлого, и человек успокаивается, ему спокойно, потому что это событие уже было в таком ракурсе цветовом. Как некая мозаика, которая существует в структуре каждого события. Например, человек пошел в магазин, купил себе какую-то, значит, вещь или что-то сделал полезное, или просто ему что-то понравилось, или он что-то запомнил в прошлом. Да, это некая цветовая мозаика. И сигнал, идущий из будущего, когда он имеет ну, такую же цветовую мозаику, но при этом в просмотре это все-таки будущее, получается, что этот сигнал такой, что в будущем всегда свершится в его личных человеческих действиях то, что он хочет. Ему придется что-то преодолеть, какое-то время, да, на это потратить. Он это понимает, и жизнь течет именно в привычном русле. То есть какие-то дела делаются быстрее, какие-то вот по этому способу переносятся на будущее. Но они всегда свершаются. Значит, у человека есть механизм обязательного свершения его дел в вечном количестве времени. Для этого все делать, получается, нужно очень просто. Цветовой спектр, который соответствовал каким-то хорошим, конечно, событиям прошлого, рассматривается как первая волна восприятия событий будущего. И между этим цветовым спектром, ну, выглядит, в принципе, именно как вот мозаика, как отдельные сегменты света. Значит, между этим светом и волнами будущего существуют конкретные события, которые происходят, например, там, в следующую секунду или миллисекунду. Значит, получается, что события отделены от информации о событиях. Они как бы между находятся. Очень такой, получается, да, удачный и приемлемый, простой, в общем-то, тип управления в данном случае. Есть информация, она может быть, в принципе, разной, а событие может быть всегда благоприятным. Здесь только нужно найти подход к этому событию. Например, там, человек вечно здоров. Как добиться вечного здоровья человека?
как раз-таки вот именно аккумуляция управления через внешнюю систему связи, существование внешнего образа, да, который не соответствует в полной мере конкретному человеку, но который является интегрированным и который преобразовывает всю информацию отрицательного типа. И этот образ, не нанося, да, кому-либо отрицательных действий, все время пересылает позитивную информацию всем, включая тому, кто образ такой создал для себя. Вот таким, как бы, вечным образом, да, с точки зрения логики, где нет формы никакой, является постоянное развитие человека, стремление, там, например, вечно жить, знание о том, что есть вечная жизнь, например, в физическом теле, что это достижимо за счет там 2-3 технологий, которые человек освоил, да, например, или там даже одной технологии. Если он освоил там систему просмотра событий, понимает, как идти в событиях, ну, нормально, чтобы было, и этого достаточно часто. Например, вот у космонавтов, кто там принимает решения в космосе, какие-то сложные ситуации, или у пилотов, именно просмотровая функция принятия решений больше работает. Прямое видение событий. Вот сейчас что делать, и все. И именно в этот момент они принимают решение. Больше им ничего не нужно. Если научиться этому, это все-таки конкретная технология, то можно нам преодолевать болезни, кто на это там может там время тратить, а, как правило, лучше тратить время, чем болеть. Значит, и, в принципе, если смотреть раньше, то болезней меньше или нет вообще. Если успевать, например, делать заранее, там, на 20 лет вперед, посмотреть какие-то проблемы, взять, сейчас лучше потратить миллисекунду, чем потом заниматься там уже в 19, после того, как 19 лет пройдет, и заниматься этим 3 часа, например, да? Значит, и получается, здесь можно, исходя из этого, делать, ну, некую такую выборку, а вот в вечном количестве лет там все равно накопится какое-то количество фактов, да? Но учитывая, что мы можем всегда успеть сделать вперед, то количество фактов, в принципе, не будет увеличиваться, да? То человек там, например, каждые 100 лет себе дает благоприятную жизнь, или там каждые 1 000 000 лет, какими-то действиями предварительными, тогда получается, что он все равно тратит одно и то же количество работы. Также у Бога. Он создал мир, но он же не постоянно там увеличивает количество работ, чтобы мир там держался в равновесии. Значит, вопрос стоит только в первом уровне создания, как бы во внутреннем осознании мира как такового. Если уж посмотреть на эту ситуацию, так скажем, человеческим зрением, с точки зрения именно всех людей, то Бог постоянно ищет внутри себя именно то, что будет происходить там, да, во внешнем уровне развития мира. Ведь Он все равно создатель всего, Он не может найти что-либо вне себя. И получается, что вот этот уровень перехода, значит, ну, некая такая грань, которая не является такой физической, что ли, границей какой-то, или не воспринимается даже как граница, а вот именно действие, развитие там, например, там, интеллекта Бога, так если выразиться с точки зрения там, логики, интеллект, значит, понятен всем, и все это могут делать. Да? Значит, ну, то есть здесь вопрос интеллекта в плане того, что есть там еще интеллект, там, предположим, робототехники, интеллектуальные машины существуют, да, и так далее. А именно человеческий, имеется в виду интеллект, то, что постоянно развивается в структуру некой глубины мира. То есть, с одной стороны, события развиваются вширь, с другой стороны, чтобы их держать в управлении, надо глубже понимать мир. И вот где это какая-то, что значит эта глубина? Это все структуры событий. Это и есть та структура вечности, которая или локальная, или сверхбыстрая, это может быть миллисекунда. Но эти системы работают именно в системе вечного развития. Причем всех систем. Вот вечное развитие всех систем. Может быть, несколько разреженная величина, но если о ней задуматься с точки зрения души человека, то эта величина начинает приобретать именно контуры того пространства, на котором происходят вечные действия. Значит, вечное действие все-таки отличается периодически, хотя бы не всегда,
но периодически от того действия, о котором человек не задумывается, например, какое оно вечное или не вечное. И если сравнить, например, человек, который там впервые получил вопрос о вечности, то если он раньше не задумывался, а потом он узнал, что это есть, в нем фактически ничего не меняется. Ну, просто точка зрения может поменяться. Что, например, раньше он об этом не думал, а потом решил подумать. Так вот, где он решил подумать о вечности, ведь переход-то есть. Есть там вечные система галактик, там некого звездного неба для восприятия. Есть структура внутренней души или самопознания, например, там красота, получаемая от картин, от мира, от человеком, как можно выразить, она все-таки вечная. Вот импульс вечности проявлен в каких-то конкретных выражениях для человека. И вот когда мы начинаем здесь рассматривать этот импульс как импульс всеобщий, то мы получаем, что конкретный личностный фактор вечности, как бы личностная вечность, так скажем, которую человек получает, исходя из какой-то внешней информации, то здесь, если задуматься и посмотреть дальше, вот как в глубину, так скажем, да, мира, как будто мы смотрим, реально так получается, мы как бы дальше смотрим информацию, даже дальше по расстоянию. Но дальше мы видим, что эту информацию, чем глубже, чем более глубоко мы идем, тем точнее мы видим, что мы, в принципе, сами себе в первую очередь посылаем эту информацию. То есть тот же человек, но находящийся как бы далеко, да? Что такое вот интеллектуальный уровень? Интеллектуально, например, там машины, они более развиты, они как бы находятся, с одной стороны, степеней свободы больше, с другой стороны, более приближены к человеку, в разуме, да, действию, неком там разуме в кавычках, может быть, там, в машинном разуме. А если мы начинаем говорить о том, что при развитии каких-то кибертехнологий, даже искусственного типа, то есть киборги только на, например, там, каких-либо элементах, которые являются синтезированными, да, без биопроцессов, которые относятся к биологии, например, да, в обычном понимании текущей науки, ортодоксальной, то здесь получается, что чтобы управлять процессами такого типа, человек должен уметь в каждом случае знать ту глубину, которая ставит биосистему выше, то есть его человека выше любой киборг-системы. Тогда получается, что здесь возможен только путь понимания собственного, получается, пути в момент создания Богом, изначальный момент. Но это глубоко в душе, то есть возвратиться к себе. Настолько быстро, насколько есть естественно живущий человек. Состояние естественности жизни, состояние вечности в любом факте жизни. То, чего нет, например, у машин, да? Чтобы машины имели подобный уровень восприятия, им нужно иметь опорную точку, которая является первичным уровнем, идущим от Бога. Но машины — это вторичный уровень. И вот, кстати, с этой точки зрения, в тех же технологиях клонирования, чтобы не было каких-то модификаций, генных мутаций, клон должен самоосознать себя, получается, настолько, насколько это может соответствовать человеку. Все ли клоны, например, могут это делать, да, предположим? Вопрос. Смогут ли, да, например? У человека это естественное состояние, а естественное состояние, идущее от Бога, насколько оно может быть распространено на клона, предположим. И поручать, например, задачу развития какой-то части цивилизации в какое-то пространство только на клонов, получается, нельзя. То есть человек должен быть везде, да? С точки зрения первичного статуса. Вот задача быть везде и для этого быть вечным, задача получается как некая такая человеческая задача Бога фактически. То есть Бог, ставит перед собой эту задачу, чтобы действовать и управлять в любой точке мира. И в связи с этим у него есть сходная, как у человека, задача,
контролировать, быть в том месте, где он там наиболее нужен, ну, например, там, в физическом теле и так далее. И вот здесь получается, что структура вечного развития, структура вечности, значит, построена так, что проявлены некие такие идеологические, что ли, системы действия, некие такие, ну, скажем так, совокупные системы получения действия какого-то, где вы видите, что вечное развитие, идущее к вам, или же, например, источник вечного развития, все, что вы регулируете в личностном контексте, в личностном восприятии. Просто как физическое лицо. То, к чему вы и привыкли. Умение дифференцировать какой-то объект информации по факту его первичного восприятия. Может быть, даже не выделяя сначала какие-то детали, но сразу ясно, плохо, хорошо или очень хорошо. Или в будущем будет хорошо, или в будущем надо быть внимательнее, да, как бы не выделяется система, но вы уже понимаете, о чем речь. И вот когда вы начинаете делать такое управление, что по задачам каждого все равно, казалось бы, нужно делать там какое-то другое часто управление, если другой человек. Но тем не менее есть одно общее, например, там всеобщее спасение, которое совершенно однозначно. То есть в идеологии есть цели, которые приводят к структуре однотипных действий. И, например, элемент всеобщего спасения, он нужен всем. Да? Это получается, что действие, идущее отсюда, например, там, исцеление действия, может быть настолько детализировано, что достичь конкретно любой клетки любого человека, который должен выздороветь. То есть детализация, когда внешний импульс приравнивается к задаче, то получается детализация — это есть наличие, например, там, в организме тех систем, когда все клетки здоровы. Да? То есть именно личностный фактор, привнесенный из внешней системы, то есть фактически вы же лично, но как уровень, который не в полной, там, скажем, мере, да, потому что есть физическое тело, а вот именно на информативном уровне выглядит как просто ваше пространство. Вот у каждого человека вот на этом уровне есть некое такое внутреннее собственное пространство там, вечной жизни. И там как раз-таки заложены все технологии, например, вечного развития. И вот как только человек начинает осваивать в пространстве индивидуально какую-то нишу, а это все-таки такой очень подробный часто путь управления, очень детализированный, в который нужно вникать, то моментально в коллективном сознании может происходить значит, накручивание ситуации, в принципе, например, против в том числе, потому что человек начинает углубляться, и он перестает как бы быть видимым на коллективном уровне сознания. А люди привыкли, что все просто, все видны, например. А стоит ему начинать именно углубляться в своем пространстве вечности, как человек начинает стараться понять, а где же его тогда знание. Ну, предположим, вот там тема о воскрешении, хотя, в общем-то, достаточно спокойная тема, по сущности, там, отраженная в религии. Тем не менее, там, при каких-то факторах объективизации, просто о том, что она начинает быть визуализирована в конкретно прикладных случаях, вызывает почему-то в коллективном сознании такую реакцию. Потому что конкретные технологии, которые начинают этим заниматься, углубляют систему внутреннего самопознания и как бы с общего фона информационного начинает их уровень меньше быть видным. Это вызывает сразу вопрос у других, начинается шум. Да? Значит, поэтому задача управления в данном случае уметь все время передавать знания. Тогда коллективное сознание будет нормально воспринимать любую технологию вечного развития, где воскрешение — это одна просто из технологий. Все другие как бы проще они воспринимаются, потому что нет таких как бы явных, что ли, систем, которые необходимо именно преодолеть. Хотя бывают и посложнее системы, но тем не менее они могут быть неявны, то есть внутренняя структура человека. А внешняя система,
значит, та градация, которая должна преодолеваться коллективным сознанием, получается. То есть человек не всегда все делает сам, да, получается. Ну, и так понятно, что не всегда. Просто, например, если там зафиксирован какой-то диагноз у человека, то он должен преодолеть коллективное сознание по этому диагнозу. Если он здоров, то он должен, прежде всего, рассматривать события, наиболее нужные другим, а не только там свои, например, личные. Да? И вот этот закон, он как раз-таки приводит к вечности развития, то есть закон вечности, управление вечности в данном случае имеет контекст именно личного характера восприятия. И если, например, есть какая-то там проблема возможная, то есть человек ознакомился с тем, что его может ожидать некое там неблагоприятное событие, то получается, что вот изменение там реальное, да, внешнего пространства управления, когда вы начинаете видеть таким образом управление, что все бесконечное будущее управление, да, будущее, вся бесконечная информация, это есть тот уровень, который практически воспроизводится как лично вами, с точки зрения нормирования, то есть у вас нормальное здоровье и у всех окружающих, так и воспроизводится как ваша задача, которую вы получили изначально при организации у Бога. То есть, получается, в момент организации у Бога были ваши конкретные события, где вы должны были получать элементы понимания с точки зрения Бога, да, так скажем. И вот чтобы этот процесс был непрерывный, нужно иметь, например, там, постулат вечного развития, и достаточно, получается, для интеграции задач Бога и человека, и тогда все следующие задачи, которые вы выполняете, это есть задачи свободной личности, не зависящие, например, там, от там, обстоятельств там, в полной мере. Да? Если он как технолог хорошо развит в плане прогностики, то, значит, прогностическая модель, которую он учитывает, если она позитивного толка отрабатывать должна на 100% позитивного толка, если какая-то часть отрицательная, то нужно уметь подготовить опыт и справиться с ситуацией заранее лучше, да? Если такая необходимость есть. Потому что, в принципе, часто человек просто выбирает на уровне принятия решений в плане его максимальной именно пользы в каком-то месте, да, например, там, для спасения макроуровня, для спасения цивилизации, для всеобщего спасения. Получается, что исходя из этого, уровень его личных действий там, через макросистему, где он лично выбирает какое-то действие, это и есть уровень его физической самоорганизации на информации. То есть идущий назад уровень поток идет из его собственного решения, например, там, заниматься макроспасением. И идущий уровень в личностном контексте, он означает, что вы имеете практически статус такой, так же, как и при самоорганизации Бога, при самосоздании Бога, информация имеет к вам такой же встречный характер, что вы уже там практически находились, да? То есть любое действие к моменту, значит, вашего обращения с точки зрения, например, там, полного восстановления материи, это действие уже где-то существовало и свершилось. То есть получается, как только вы ставите задачу вечного развития, например, там, полное восстановление какого-то региона, да, с точки зрения вечного развития, полное восстановление, например, там, здоровья, какого-то действия, полное оздоровление, даже если человек и не болен ничем, просто профилактически всегда просто быть здоровым и все, то здесь именно уровень существует такой, что к моменту постановки позитивной характеристики это действие уже свершилось. У Бога он же всегда здоров в будущем.
то есть, получается, это действие свершилось. А в любом случае, у него событие благоприятное всегда у Бога, естественно. Значит, у него уже свершилась эта субстанция, да, где-то. И вот как только мы начинаем эту структуру, эту субстанцию притягивать к себе, то мы видим, что это внутреннее, такое состояние, некий такой внутренний ум, внутренний разум физического тела человека по пониманию всех внешних процессов реальности. То есть, чем точнее человек понимает внешнюю реальность, тем он точнее реализовывает управление. Получается, тем он, значит, получается здоровее, тем он там, скажем, больше имеет методик и технологий вечного развития и так далее. И тогда гарантией его вечного развития всегда является его собственное знание, собственный опыт, умение увеличивать опыт. И вот увеличение, как структура управления вечностью, увеличение опыта – это основная характеристика, которая дает реальное вечное развитие. Если вот контролировать только увеличение опыта, увеличение знаний, это достаточно для того, чтобы человек жил вечно. То есть в любом действии контролировать увеличение знаний. И это и есть управление вечностью. В качестве практики вот даже специально поставите задачу, что-либо делаете и смотрите в этом интервале, что добавляется в виде дополнительных знаний, в виде дополнительной информации. Это очень мощная технология вечного развития. Значит, это и оздоровление, и все другие системы, да, управления. Когда человек здоров, значит, улучшение событийного плана и так далее, и так далее. В принципе, это точно учет ситуации. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.